Утро начиналось спокойно в роскошном доме, где тишина была такой плотной, что в ней тонули даже шаги. Марта Льюис передвигалась почти бесшумно. Годы работы научили ее чувствовать дом лучше, чем его хозяева. Она знала, где пол предательски скрипит, где воздух кажется холоднее, и всегда первой слышала, когда плачет ребенок. Мальчика звали Оливер. Он плакал не громко, а будто спрашивал, услышит ли его кто-нибудь. Марта всегда была рядом, до того дня, который изменил все. Хозяин дома, состоятельный предприниматель Ричард Хёйл, уехал по делам. Его невеста Селен, красивая и безупречная на публике, осталась одна с ребенком и прислугой. С самого начала Марта чувствовала, Селен не принимала мальчика. Она называла его помехой, лишней деталью в идеально выстроенной жизни. Тем утром Селен велела Марте на минуту выйти из комнаты. Инстинкт подсказывал не уходить, но привычка подчиняться оказалась сильнее. Марта обернулась лишь на секунду и увидела, как в руках Селен оказалась тренировочная палка. Она не собиралась бить. Она собиралась пугать. Марта рухнула на колени, заслоняя ребенка собой. В этот момент она поняла, жестокость не всегда оставляет синяки. Иногда она действует словами и страхом. Селен опустила палку, наклонилась к мальчику и прошептала что-то, от чего он мгновенно замолчал. В комнате повисла пугающая тишина. Марта забрала Оливера на руки и приняла решение, от которого уже не было пути назад. Она больше не будет молчать. Даже если это будет стоить ей работы и крыши над головой. Когда Ричард неожиданно вернулся, он сразу почувствовал напряжение. Ребенок прижимался к Марте, а в ее глазах была тревога, которую невозможно было не заметить. Он потребовал объяснений. Марта, дрожа, рассказала все, без украшений и оправданий. Селен попыталась представить происходящее как недоразумение, но не смогла повторить свои слова ребенку. Этого оказалось достаточно. Ричард разорвал помолвку в тот же день. Без криков, без сцен, с холодной, окончательной решимостью. После ее ухода дом изменился. Марта осталась не как прислуга, а как человек, которому доверили самое ценное. Она помогала растить Оливера в атмосфере заботы, а не страха. Годы спустя мальчик не вспомнит тот день, но он вырастет, зная, что рядом всегда есть взрослые, которые его слышат. А для всех, кто узнал эту историю, главным потрясением стало не падение невесты, а поступок тихой женщины, которая однажды решилась заговорить и тем самым изменила чужую судьбу.